В глубинах истории, когда жизнь человека была неотделима от природы, славяне создали уникальную систему времени и самопознания — летопись годов. Эта древняя мудрость отражает не только ход времени, но и связь человека с окружающим миром, его характер, силы и судьбу. Славянская летопись годов построена так, что каждый год символизирует определенное животное тотем. Эти тотемы — не просто образы природы, но и хранители знаний, проводники в мир древней силы. Они помогают понять себя, раскрыть свой потенциал и направляют нас на правильный путь. Каждое животное тотем — это особый символ. Темный лось величественный и сильный. Он ведет тех, кто рожден под его покровительством. Огненная белка, стремительная и яркая, помогает находить креативные решения. Жемчужная щука учит мудрости и логике, а дикий кабан вдохновляет на смелые поступки. Всего таких тотемов 16, и каждый из них открывает тайны, которые могут направить вас в нужное русло. В этом видео ваше путешествие в мир славянских тотемов. Вы узнаете, какое животное тотем соответствует вашему году рождения, что оно рассказывает о вашей личности и как найти в себе силу, вдохновляясь древней природной магией. Готовы узнать, кто ваш проводник по жизни? Тогда начнем наше путешествие. В туманной чаще леса, где ночные тени танцуют под лунным светом, слышатся мощные шаги. Из глубины появляется темный лось. Властелин леса — символ уверенности и величия. Его ветвистые рога, словно корона, возвышаются над деревьями, а глаза полны загадочной мудрости. Рожденные под этим знаком — настоящие лидеры. Их сильный характер и внутреннее достоинство притягивают окружающих. Они всегда знают, куда идут, и не боятся брать на себя ответственность. Темный лось вдохновляет их быть первопроходцами, находить новые пути и преодолевать любые препятствия. Эти люди часто опережают свое время. Их идеи и подходы к жизни могут быть не поняты большинством, но их настойчивость и вера в себя помогают им добиться успеха. Они обладают сильным характером, но остаются чуткими к нуждам тех, кто рядом. Согласно славянским легендам, темный лось охранял границы миров, связывая природу и человека. Его рога символизировали рост и силу, а его присутствие внушало уверенность и спокойствие. Люди этого знака способны выдерживать тяжелые испытания и выходить из них победителями. В гулком лесу, где звуки природы сплетаются в симфонию, витает острое жужжание. Это не просто пчела или оса, это шершень, повелитель невидимых дорог. Те, кто родился под его знаком, несут в себе силу, которая может быть разрушительной и созидательной одновременно. Жалящий шершень — символ целеустремленности и смелости. Он не отклоняется от своей цели, даже если на пути возникают преграды. Его точный удар всегда достигает цели, а интуиция подсказывает правильный момент для действий. Шершень напоминает, что в природе даже самое маленькое существо может быть не менее опасным, чем крупный хищник. Легенда гласит, что шершень был создан богами, чтобы оберегать древние леса от недобрых сил. Его жало — не просто оружие, а символ правосудия. У людей этого знака часто возникает ощущение, что их зовут к чему-то большему, чем обычная жизнь. Они способны пробиваться сквозь любые препятствия, но, как и шершень, должны помнить о мере. Слишком часто использование силы может повредить не только врагам, но и самому обладателю этой мощи. Притаившийся волк — страж ночи и символ свободы. Он движется в тени, его шаги бесшумны, а взгляд пронизывает тьму. Те, кто рождены под знаком притаившегося волка, обладают врожденным чувством справедливости и глубокой привязанностью к гармонии. Они словно созданы для того, чтобы идти своей дорогой, не зависеть от толпы и находить радость в одиночестве. Славянская легенда рассказывает о волке, который оберегал древние деревни от бедствий. Он приходил только тогда, когда жители нуждались в его помощи. Его вой был знаком приближения новой надежды или великой опасности. Волки не только сильны, но и мудры. Они знают, когда нужно сражаться, а когда отступить, чтобы сохранить силы для главной битвы. Притаившийся волк учит нас ценить моменты тишины и одиночества. Люди этого знака могут быть загадочными для окружающих, но их внутренний мир полон ярких красок. Они ищут глубинный смысл во всем, что делают.
и не боятся оставаться верными своим идеалам, даже если путь кажется слишком трудным. На вершинах древних дубов, где листья трепещут от легкого ветра, мелькает яркий огонек. Это огненная белка, символ неутомимой энергии и сообразительности. Она словно танцует в ветвях, перепрыгивая с одной на другую с грацией, которую невозможно повторить. Люди, рожденные под ее знаком, настоящие вихри энергии, способные вдохновлять и удивлять окружающих. Характер огненной белки переменчив. Эти люди часто быстро переключаются между идеями, проектами и желаниями, но их умение адаптироваться позволяет извлекать из хаоса максимум пользы. Они обладают удивительной эмоциональной глубиной и могут быть как веселыми, так и задумчивыми. Их настроение может меняться так же стремительно, как солнечные лучи пробиваются сквозь густую крону деревьев. Люди этого знака творческие и изобретательные. Они легко находят нестандартные решения, ловко избегают неприятностей и всегда держат окружающих в тонусе своей непредсказуемостью. Однако в своей стремительности они иногда забывают о паузах, что может привести к выгоранию. Огненная белка учит нас не только искать приключения, но и ценить моменты тишины, чтобы восстановить внутренний баланс. В тихих глубинах прозрачного озера, где лунный свет касается зеркальной глади воды, царит жемчужная щука. Ее движения плавны, а взгляд пронизывает самую суть происходящего. Те, кто родились под этим знаком, обладают редким даром видеть истинное, избегая иллюзий и поспешных выводов. Люди этого знака мудры и осмотрительны. Они не торопятся в своих решениях, но каждая из них словно выточена из жемчужной материи, точная, ценная и долговечная. Щука учит своих подопечных выбирать путь разума и интуиции, находя баланс между логикой и сердцем. В укромных уголках болот, где зелень пышет влагой, а воздух насыщен ароматами трав, на камне покоится бородатая жаба. Ее неподвижность обманчива. За ее спокойствием скрывается проницательный ум и острый инстинкт выживания. Этот знак символизирует мудрость, практичность и способность видеть главное в обыденном. Люди, рожденные под этим знаком, отличаются редкой способностью находить равновесие в любой ситуации. Они избегают конфликтов, предпочитая стабильность и гармонию. Эти личности никогда не делают поспешных выводов и склонны тщательно взвешивать каждое решение. Жаба напоминает, что медленный и вдумчивый подход часто ведет к победе, в то время как поспешность может привести к потерям. Однако, несмотря на внешнюю медлительность, в людях этого знака заложена удивительная способность адаптироваться. Они умеют создавать уют, заботиться о близких и находить радость в простых вещах. Их дом всегда наполнен теплом, а в обществе таких людей легко почувствовать себя защищенным. Однако излишняя привязанность к стабильности может иногда мешать им рисковать и добиваться большего. Легенда гласит, что бородатая жаба когда-то была стражем клада лесных духов. Она всегда знала, где искать воду, еду и укрытие, но главным ее даром было умение находить баланс между природой и человеком. Люди этого знака часто становятся хранителями традиций, источниками мудрых советов и тех, к кому тянутся за поддержкой. В шумных дубравах, где трава шелестит под тяжелыми шагами, обитает дикий кабан. Его дыхание горячее, глаза сверкают огнем, а рев напоминает раскаты грома. Те, кто рождены под этим знаком, воплощение неукротимой силы и непоколебимой решимости. Люди этого знака никогда не сдаются перед трудностями. Они идут к цели напролом, разрушая преграды на своем пути. В их характере соединяются две мощные энергии – страсть и упорство. Однако иногда эта сила может стать их слабостью, если они не научатся контролировать свой порыв. Кабан напоминает нам о том, что сила должна быть направлена с умом, иначе она обернется хаосом. Эти личности обладают сильным чувством справедливости. Они всегда встают на защиту слабых, будучи уверенными, что их долг – защищать тех, кто не может постоять за себя. Однако в моменты, когда жизнь становится однообразной и теряет вкус, такие люди могут впадать в апатию. Им важно находить новые вызовы и ставить перед собой высокие цели. Славянские сказания рассказывают, что дикий кабан – это хранитель лесных тайн
и защитник его обитателей. Его клыки остры, а шаги уверены. Он никогда не отступает и всегда стремится вперед, к своей судьбе. Люди этого знака обладают той редкой способностью вести за собой других, но при этом оставаться верными своим принципам. В ночной тишине, когда лес погружается в загадочный полумрак, на ветвях старого дуба появляется белый филин. Его глаза, яркие как две луны, пристально наблюдают за всем, что происходит. Это не просто птица, это символ знаний, хранимых тысячелетиями, и интуиции, способной раскрыть любую тайну. Люди, рожденные под этим знаком, настоящие философы и духовные наставники. Они часто кажутся загадочными для окружающих, так как их мысли глубоки, а слова тщательно взвешены. Белый филин наделяет своих подопечных способностью чувствовать невидимые связи, предугадывать события и находить ответы там, где другие видят только вопросы. Эти личности предпочитают одиночество или узкий круг близких людей. Они не любят суеты и стремятся к гармонии, предпочитая созерцание и размышления. На самом же деле они просто бережно хранят свою внутреннюю энергию, чтобы использовать ее для важных целей. Славянские легенды гласят, что белый филин был посланником богов, который передавал их волю мудрецам. Его белоснежные перья отражают свет луны, а полет тих и величественен. Люди этого знака часто становятся носителями древних знаний или духовными лидерами, вдохновляя других своим примером и внутренней силой. В густых зарослях, где листья шуршат от легкого движения, скользит шипящая змея. Ее блестящие чешуйки переливаются в лучах солнца, а движение столь плавное, что кажется, будто она парит. Этот знак олицетворяет мудрость, гибкость ума и способность преодолевать любые испытания с грацией. Люди, рожденные под этим знаком, обладают уникальной способностью приспосабливаться к любым обстоятельствам. Они искусные наблюдатели, которые умеют ждать и выбирать лучший момент для действий. Их сила не в грубой мощи, а в хитрости. Умение анализировать и находить путь там, где другие видят тупик. На опушке леса, где золотистые лучи заката касаются земли, скользит тень. Едва заметное движение, мягкие шаги, и вдруг появляются проницательные глаза, наблюдающие из укрытия. Это крадущийся лис, мастер хитрости и символ выдающегося ума. Рожденные под этим знаком люди отличаются острой интуицией и способностью быстро находить решения. Они всегда несколько шагов впереди остальных. Их невозможно обмануть или застать врасплох. Лис учит их использовать свой ум для преодоления любых трудностей. Эти личности прекрасно понимают, как устроен мир, и используют это знание для достижения своих целей. Крадущийся лис – знак независимости. Люди этого знака редко следуют общепринятым правилам, предпочитая свой путь. Они ценят свободу и не терпят давления, что делает их прирожденными лидерами в нестандартных ситуациях. Однако их хитрость иногда воспринимается как манипуляция, что может создавать сложности в отношениях. Легенда гласит, что лис был посланником богов, чтобы предупреждать людей о бедах и помогать находить выход из самых запутанных ситуаций. Его плавные движения и тонкий ум стали символом гармонии между природой и разумом. Люди этого знака обладают природным шармом и находчивостью, что делает их незаменимыми в сложные времена. Свернувшийся еж – символ порядка, ответственности и умения беречь то, что дорого. Рожденные под этим знаком люди кажутся мягкими и дружелюбными, но за их внешней добротой скрывается твердость характера. Они готовы защитить свой дом, своих близких и свои ценности. У ежика невероятная способность сохранять баланс. Он всегда знает, когда атаковать, а когда лучше уйти в оборону. Эти личности прекрасно организованы и внимательны к деталям. Они прирожденные хранители порядка и комфорта. Такие люди любят обустраивать пространство вокруг себя, превращая даже самый простой уголок в уютный дом. Однако их стремление к защите может иногда превращаться в чрезмерную осторожность, мешая принимать рискованные, но важные решения. Славянская легенда рассказывает, что еж был посланником солнца, который не только защищал лесных обитателей, но и напоминал людям о важности заботы и гармонии. Его иглы — это не только оружие, но и символ порядка. Все должно быть на своем месте.
Люди этого знака часто становятся надежной опорой для окружающих, создавая вокруг себя атмосферу доверия и стабильности. Высоко над лесами, где ветер пронизывает облака, величественно кружит орел. Его крылья раскинуты, словно мост между землей и небом, а острый взгляд пронизывает пространство. Парящий орел — символ благородства, свободы и силы духа. Рожденные под этим знаком люди стремятся к независимости и высшим идеалам. Они не терпят ограничений и всегда ищут пути к новым вершинам. Их характер сочетает в себе уверенность и справедливость. Такие люди готовы защитить слабого, встать на сторону правды и принести свет в темные уголки жизни. Парящий орел вдохновляет своих подопечных быть честными и справедливыми. Они стремятся к гармонии, но не боятся использовать свою силу, если этого требует ситуация. Такие люди обладают врожденным лидерством, но их сильная привязанность к своим убеждениям иногда мешает быть гибкими в сложных ситуациях. Согласно славянским легендам, орел был посланником небесных богов, символом света и истины. Его полет — это путь к духовному росту, а его крик — напоминание о силе истины. Люди этого знака часто становятся вдохновителями, учителями и лидерами, которые ведут за собой, не требуя ничего взамен. Словно нити огромного полотна, паук сплетает свою паутину. Каждый ее узор совершенен, каждая нить натянута с точностью мастера. Предыдущий паук — символ созидания, упорства и связи времен. Люди, рожденные под этим знаком, обладают удивительной способностью создавать что-то новое, вдохновляясь традициями. Их творческий потенциал огромен, и они умеют вплетать старые идеи в современные проекты. Эти личности ценят порядок, терпеливы и сосредоточены на деталях. Они часто становятся мастерами своего дела, будь то искусство, ремесло или работа, требующая точности. Предыдущий паук учит своих подопечных делать собственную сеть возможностей, где каждая нить — это шаг к их цели. Однако им следует избегать слишком жесткого контроля, ведь чрезмерная сосредоточенность на мелочах может мешать видеть общую картину. Славянские легенды гласят, что паук был хранителем времени и судьбы. Его паутина символизирует связь между поколениями и напоминает о том, что все в жизни взаимосвязано. Люди этого знака не просто творцы, они те, кто видит структуру жизни и помогает другим найти в ней свое место. С первыми лучами солнца, озарившими лесную опушку, раздается крик петуха. Его перья переливаются яркими красками, а поступь уверена и горделива. Кричащий петух — символ смелости, лидерства и стремления выделяться среди других. Люди, рожденные под этим знаком, часто становятся душой компании. Они привлекают к себе внимание благодаря своему уникальному взгляду на мир и харизме. Их энергия заразительна, а способность вдохновлять окружающих — настоящая сила. Петух учит их быть верными себе, идти вперед, несмотря на преграды, и находить радость в выражении своей индивидуальности. Однако яркость петуха может обернуться излишней гордыней или упрямством, если его энергия не будет направлена в нужное русло. Таким людям важно находить баланс между своей оригинальностью и пониманием других. Они прирожденные лидеры, но должны помнить, что хороший лидер всегда слышит тех, кто рядом. Легенда гласит, что петух был провозвестником перемены света. Его крик разгонял тьму, а его яркие перья приносили надежду. Люди этого знака становятся проводниками новых идей. Их смелость помогает менять мир вокруг них. На зеленом лугу, где ветер колышет высокую траву, стоит златорогий бык. Его величественные рога блестят в солнечном свете, а мощное тело внушает уважение и уверенность. Этот знак олицетворяет силу, доброту и стремление к гармонии. Люди, рожденные под этим знаком, обладают невероятной выносливостью и стойкостью. Они прирожденные защитники, готовые прийти на помощь слабым и бороться за справедливость. Их доброта и щедрость привлекают людей, и они часто становятся теми, на кого можно положиться в сложной ситуации. Златорогий бык — это не только сила, но и глубокая мудрость. Эти личности умеют сохранять спокойствие даже в самые трудные времена. Они редко теряют самообладание и предпочитают решать проблемы с достоинством. Однако их терпение не бесконечно, и если границы будут нарушены, их гнев может стать разрушительным.
Славянские легенды говорят, что златорогий бык охранял райские луга, где трава всегда была зеленой, а реки прозрачными. Его золотые рога считались источником магической силы, способной восстановить баланс в природе. Люди этого знака наделены врожденной силой, но их главное качество — умение использовать ее во благо. Его грива сверкает, как пламя, а движения наполнены свободой и мощью. Этот знак олицетворяет энергию, страсть к жизни и жажду творчества. Рожденные под этим знаком — прирожденные лидеры. Они вдохновляют своей неугомонной энергией и стремлением к новым высотам. Эти личности не терпят ограничений и всегда ищут возможность выразить себя, будь то искусство, работа или отношения. Огнегривый конь учит их быть смелыми и верными своим мечтам. Однако их независимость иногда может создавать сложности. Они не любят, когда их пытаются направить или ограничить. Эти люди нуждаются в свободе, чтобы реализовать свой потенциал, но при этом ценят командную работу, если она не мешает их стремлению к автономии. Согласно славянским легендам, огнегривый конь был символом света, несущим дневное солнце по небосводу. Его грива, подобная языкам пламени, освещала путь для всех, кто следовал за ним. Люди этого знака обладают яркостью и уникальностью, которые привлекают к ним других. Обретите связь с древней мудростью. Славянская летопись годов — это не просто история о знаках. Это путешествие вглубь вашего характера, силы и предназначения. Каждый знак — это отражение природы, ее ритмов и загадок. Древние славяне верили, что понимание своей связи с миром природы помогает открыть истинный путь к гармонии. Сегодня эти знания могут стать вашим компасом в современном мире, показывая, как обрести уверенность, понять других и раскрыть свои таланты. Звезды всегда с нами. Они подсказывают путь, раскрывают тайны и помогают принимать верные решения. Генрих Якович Жемчужный, ваш проводник в этот мир астрологических возможностей. Индивидуальные гороскопы, совместимость или бизнес-прогнозы — все это становится инструментом для гармонии и успеха. Не упустите шанс воспользоваться древней мудростью звезд в современном мире. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Пусть ваши звезды всегда сияют ярко. До встречи в следующих выпусках.